Всем привет! Нам предлагают решить вот такое уравнение. Мы решим его двумя способами, но главным будет план Б. И в конце немного поговорим о Фейнмане. Итак, внимание на экран. Что можно предпринять в начале? Как утверждал Фейнман, все равно, как мы найдем корень. И действительно, мы найдем первый корень подбором. Легко заметить, что если мы будем подставлять какие-то целые числа, небольшие, 0, плюс-минус 1, плюс-минус 2, то минус единица будет корнем. Подставив минус единицу во вторые скобки, получим 0, и вся левая часть будет равна нулю, и подставив минус единицу в правую часть, получим минус 1 в четвертой, 1, минус 1 тоже 0. Таким образом, х равно минус единица, это первый корень. Это нам крупно повезло. Дальше все-таки придется раскрывать скобки, приводить подобные. Х в четвертой взаимно уничтожится, и останется вот такой многочлен третьей степени в левой части. 6х в кубе плюс 11х в квадрате плюс 6х плюс 1 равно нулю. Как решать кубическое, мы в школе точно не знаем, не умеем, но у нас есть уже один корень. Ну и, в общем-то, школьнику может быть известно, продвинутому, что тогда этот многочлен может быть разложен на х минус этот корень, х минус минус 1 даст х плюс 1, и какой-то квадратный трехчлен. Ну, легко понять, что старший коэффициент его 6, второй коэффициент нам неизвестен, это будет b, умноженное на x, ну и третья единица, равно нулю. Ну вот так. Дальше либо метод неопределенных коэффициентов, о котором мы говорили в предыдущих роликах, где мы решали кубические уравнения, около 5 роликов у нас на эту тему, либо разделить уголком на х плюс 1. Это многочлен, если вы умеете. Но здесь удобнее всего применить, наверное, метод группировки, иногда называют метод искусственной группировки, поскольку сразу что-то сгруппировать не удается. Мы разобьем здесь 11х в квадрате на 6х в квадрате плюс 5х в квадрате, а далее 6х на 5х плюс х и плюс единица. Я думаю, все уже понимают, что мы здесь сгруппируем, что будет вынесено за скобки, и мы найдем, очевидно, корни этого уравнения. Это вы сделаете самостоятельно, а мы приступаем к плану Б. Начинающий олимпиадник может заметить, что в левой части уравнения произведение чисел, отличающихся на единицу, и может вспомнить, что есть утверждение, что произведение 4 последовательных целых чисел в сумме с единицей равно квадрату некоторого целого числа. Действительно, посмотрите. 1 умножить на 2, умножить на 3, умножить на 4. Что даст в сумме с единицей? 2 у 3 – 6, 6 в 4 – 24, плюс 1 – 25. Да, действительно, 5 в квадрате. Давайте еще проверим. 2 умножить на 3, умножить на 4, умножить на 5, плюс единица. Равно 2 у 5 – 10, 3 у 4 – 12, 121, 121 – это 11 в квадрате. Невероятно. Ну что ж, давайте попробуем это сделать в общем виде. Я умножу крайние и средние члены этого выражения. Стоп. Крайние и средние. Вот так. n на n плюс 3, n плюс 1 на n плюс 2. Я получу n в квадрате плюс 3n умножить на n в квадрате плюс 3n плюс 2. Ну и плюс единица, естественно, равно. Теперь я умножу n в квадрате плюс 3n на n в квадрате плюс 3n. И я получу n в квадрате плюс 3n в квадрате, а затем n в квадрате плюс 3n на двойку. 2 на n в квадрате плюс 3n. Ну, естественно, плюс единица. Что мы видим? Так это точный квадрат некого выражения. Какого? n в квадрате плюс 3n плюс единица, и все это в квадрате. Великолепно. Мы получили квадрат целого числа. Мы знаем основание степени. Итак, вернемся к нашему примеру. Мы перенесем единичку в левую часть, и невзирая на то, что там мы ищем действительно корни уравнения, все равно выражение будет точно такое.
x плюс 3 плюс единица равно x в четвертой. Левая часть преобразуется к виду. Смотрите сюда. X в квадрате плюс 3x плюс единица в квадрате. X в четвертой переношу. Получается просто разность квадратов. Мы избавились от кубического уравнения. Значит, отсюда следует. Так, напишем, что разность квадратов даст нам разность чисел x квадрат минус x квадрат. Уничтожится, останется 3x плюс 1, умножить, и сумма даст нам 2x в квадрате плюс 3x плюс единица равно нулю. Приравняв каждый множитель нулю, получим первый корень минус 1/3, здорово. А здесь мы устно найдем один из корней. X первое будет минус единица. А дальше по теореме Виета для приведенного. То есть мы разделим на 2 на старший коэффициент, получим единица на 2, свободный член приведенного 1/2, 1 корень минус 1. Значит, второй корень будет минус 1/2. Как видите, мы нашли все три корня нашего уравнения. Я запишу ответ вот здесь. Ответ. Минус единица, минус 1/2 и минус 1/3. Ну, мне кажется, очень симпатично. Я призываю вас запомнить вот это замечательное утверждение, что произведение четырех последовательных целых чисел в сумме с единицей равно квадрату целого числа. А теперь я покажу вам график левой части вот этого многочлена третьей степени. Мы еще раз с вами убедимся, что этот график пересекает ось иксов в трех точках. Итак, внимание. На экран он у меня уже построен, поэтому вот я убрал поле. Нам будет сейчас гораздо легче изобразить этот график. Так, вот график нашей функции, этого многочлена. Я подпишу, что график функции y равно 6х в кубе плюс 6х в квадрате плюс... Почему 6х в квадрате? 11х в квадрате. 11х в квадрате плюс 6х плюс 1. Вот это и есть график функции. Как видим, что корни минус 1, минус 1/2 и минус 1/3. Мне кажется, замечательный пример. Вот, а теперь несколько слов про Фейнмана. Кто это такой? Я думаю, часть зрителей, конечно, знает про этого замечательного физика. Это американский физик, лауреат Нобелевской премии, квантовая физика, Манхэттенский проект. Кстати, его отец родом из Минска, эмигрировал в США, мать родом из Польши, эмигрировала тоже в США. Замечательный преподаватель, очень интересный, уникальный человек. Вот я с удовольствием в свое время прочел книжку Ричарда Фейнмана, которую он написал. Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман. Есть целая серия таких книг по физике в том числе. И вот процитирую вам высказывание, одно из высказываний. Есть книги, которые обязательно должны стоять в вашей библиотеке. Эта книга должна быть среди них. Вы будете читать историю человека, который интересуется, по-моему, всем. И это так завораживает вас, что не хочется отрываться от нее. Я рад, что вы досмотрели ролик до конца. Всего доброго. С вами был Валерий Казаков.